Привет, друзья! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. И в этом видео мы с вами приготовим вот такие самые простые домашние бублики. Без сливочного масла, без яиц и без молока. И затем я вам покажу, как можно их красиво и по-разному украсить к праздничному столу. Так что пойдемте готовить их вместе со мной. Для приготовления этих бубликов нам понадобится стакан растительного масла, стакан сахара, стакан белого вина, пакетик разрыхлителя, это 15 грамм, щепотка соли и мука. И сначала я смешиваю стакан растительного масла, стакан сахара и щепотку соли. Стакан у меня на 250 миллилитров. Добавляю разрыхлитель. Затем добавляю белое вино. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. И в конце муку добавляю в несколько этапов. В конце тесто замешиваю руками. Муку добавляю на глаз, пока не получится замесить вот такое тесто. Даю тесту немного отдохнуть и тем временем беру формы для выпекания и стелю пергаментную бумагу. Мои формы размером 40 на 40. И из этого количества теста у меня получается почти 4 таких формы бубликов. Ну и приступим. Беру небольшой кусочек теста и раскатываю в жгут. Затем разделяю на кусочки и формирую бублики. Вот таким вот образом. И выкладываю в форму для выпекания. Сформировали бублики, а теперь можно и отправлять в духовку. Духовку разогреваю на 220 градусов и выпекаю, пока не подрумянятся. И вот такие простые, вкусные, румяные бублики у нас получились. Можете остановиться и на этом этапе и есть их так. А кому интересно, как я их украшаю, пойдемте украшать их вместе. Разогреваю воду и на паровой бане растапливаю черный шоколад. Затем беру бублик и обмакиваю в шоколаде, помогая ложечкой равномерно его распределить. И выкладываю на пергаментную бумагу. Приготовила часть бубликов, а теперь, пока шоколад не застыл, посыплю кунжутом. Бублики с кунжутом мы приготовили. Дальше снова часть бубликов обмакиваю в шоколаде. Готовлю частями, чтобы шоколад не успевал застывать.
А эту часть бубликов мы посыпем кокосовой стружкой. Готово, а следующие посыпем вот такими шоколадными бусинками. Приготовили и эти, оставляем застывать шоколад, а мы приступим к приготовлению следующих. Теперь также на паровой бане растоплю белый шоколад. Также обмакиваю бублики в шоколаде. И первую часть мы посыпем семенами льна. Смотрите, как красиво получается. Вторую часть посыпем вот таким декоративным шоколадом. А третью часть посыпем разными шоколадными бусинками. Также оставляем до полного застывания шоколада и готово. И вот такие вкуснейшие и красивые бублики в шоколаде у нас получились. Такое лакомство подойдет для завершения любого праздника или в качестве вкусного перекуса. И как вы видели, это совсем не сложно. Готовьте и радуйте ваших близких, а мне ставьте лайк за идею. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну и на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи!